Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Стала я счастливым обладателем кучи образцов мебельной ткани. Потихоньку их перебираю, разбираю и сортирую. Выкраиваю, выбираю целые места, без следов клея, заломов и потертостей. Где есть возможность, вырезаю детали одного размера 10 на 20 сантиметров или квадраты 10 на 10 сантиметров. Есть и более мелкие кусочки. Все их собираю по отдельным кучкам, по размеру и цвету. А сегодня будем работать с прямоугольниками в бежевой коричневой гамме. Добавим еще квадратов 10 на 10 сантиметров. Квадраты будут в центре. Обшиваем их прямоугольниками. Вот здесь и возникает первый и самый главный вопрос. Как это сделать? Длина прямоугольников у меня одна, 20 сантиметров. Здесь мы не можем применить традиционные блоки лестница Якова, изба или колодец. Квадраты будем обшивать последовательно по спирали. Небольшая хитрость. Швы начинать и заканчивать будем, не доходя 6 мм до края. Для начала пришиваем центральный квадрат к прямоугольнику. Чтобы лишний раз не обрывать нитки, можно шить сразу несколько деталей. Когда пришит квадрат, детали разворачиваем и следующий прямоугольник начинаем нашивать со стороны другого прямоугольника. Сначала прошиваем короткую сторону прямоугольника, а потом квадрат. Не дошиваем до края квадрата 6 мм. Еще один момент. Прямоугольник у нас получается немного длиннее. Дело в том, что часть ткани у нас ушла в швы. Перед тем, как шить дальше, срежем лишнюю ткань. Чтобы этого избежать, надо центральный квадрат брать чуть больше размером. Но мы работаем с тем, что есть. Таким способом по спирали обшиваем полностью центральный квадрат. Ткани у нас плотные, мебельные. Чтобы припуски на швы не топорщились, прижмем их машинной строчкой. Готовые большие квадраты надо проутюжить с паром через мокрую марлю и подровнять. У меня получилось 12 очень интересных заготовок. Как видите, все бежево-коричневые оттенки разные. Сами понимаете, что собирала их из небольших кусочков. Здесь нет одинаковых тканей. У всех разная фактура, разный цвет. Но я старалась, чтобы в одном блоке были кусочки одинаковой насыщенности цвета. А теперь прикинем предварительную раскладку. Сшивать блоки будем вертикально, колонками. Сошьем вместе две детали первого ряда, первой и второй колонки.
К ним присоединим детали второго ряда, а потом и третьего. А потом также сошьем вместе детали третьей и четвертой колонки. А уже после этого соединим вместе все детали. Вот, все детали первой и второй колонки соберем стопочкой, положим около себя. Прошили первые две детали, потом сразу же, не делая никаких промежутков, лишних стежков, не обрывая ниток, прошиваем следующие две детали, а потом следующие. Дальше швы расправляем, припуски на швы прижимаем машинной строчкой. Таким образом делаем все вертикальные швы. Все полотно держится на соединительных швах-соединениях. А теперь остается только прошить все по горизонтали. Девочки, начнете так шить и сразу почувствуйте всю прелесть этой работы. Все швы на месте, детали никуда не денутся. Конечно, бывает, что случайно при шитье гирляндой на предыдущем этапе у вас может быть пара лишних стежков между деталями. Тогда, конечно, надо следить за тем, чтобы швы в швах и в углах совпадали. И эти горизонтальные швы нам тоже надо будет отстрочить. Заготовка получилась довольно интересная. Когда все ткани разного цвета и разной фактуры, трудно подобрать симметричный узор. В таком случае мы шьем настроение и впечатление. Это сочетание цветов мне хочется назвать «Летний закат над морем». День был жарким, небо ясным, солнце еще раскаленное, но уже подернулось вечерней дымкой. Оно плавно опускается к линии горизонта. Небо начинает темнеть, и синева сменяется розовым сиянием. Море бирюзовой волной накатывает на песчаный берег, оставляя за собой темный след и белую пену. Прибрежные скалы и камни отбрасывают причудливые тени. Еще мгновенье, и наступит темная южная ночь. А завтра будет новый день. Но сами понимаете, что это еще только набросок. Размер заготовки получился 80 на 109. Надо еще придумать продолжение. Что мне нафантазируется, еще не знаю. Надо просматривать, перебирать и резать дальше кусочки мебельной ткани. А вы долго не думайте. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!